Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках и что дальше ждать по российскому рынку. Ну вот на Market Watch есть такой раздел, называется Commodities Corner, то есть уголок для commodities, то есть для товаров, нефти и так далее. Вот здесь как бы весьма статья о великом пессимизме по поводу того, что ждет нефть во втором квартале. Но что по сути получается, спрос не восстановится, кризис перепроизводства сохранится. И что вот в связи с этой ситуацией очень тяжелое положение будет в Техасе и в других нефтедобывающих районах Соединенных Штатов. То есть американцы сейчас находятся в некотором напряжении в ожидании разрешения всей этой ситуации с ценами на нефть. Но пока не будет решен вопрос с избытком, будет это давить. Ну и вот, в общем-то, что происходит касательно нефти. То есть саудиты оказались несговорчивы, они не хотят идти навстречу Трампу. То есть они требуют, чтобы все державы, которые добывают нефть, сократили добычу нефти. И Россия, и США, иначе они говорят, что затопят весь мир нефтью. Но американцы не любят, когда с ними так разговаривают. И поэтому что-то мне подсказывает, такая неуступчивость, даже независимо от того, насколько это рационально, нерационально, поскольку все равно навес нефти есть, был и будет, но вполне как бы она может привести к каким-то чрезвычайным событиям на Ближнем Востоке в самое ближайшее время. Потому что, наверное, все-таки американцы не очень любят, когда им так отвечают, тем более, когда им так отвечают их сателлиты. Но помимо этого, Goldman Sachs утверждает на основании проведенного анализа данных, общения с аналитиками, участниками рынка, что вот текущая ситуация, низкие цены на нефть, они для сланца не будут смертельны. То есть, конечно, многие мелкие производители уйдут, большинство скважин окажется замороженным. Но дело в том, что процедура вот возобновления добычи сланцевой нефти, имея соответствующие технологии и базу, она, в общем-то, значительно менее затратная, чем традиционных источников нефти. Поэтому уже сейчас как бы Goldman Sachs говорит, что вот эта нефтяная война, она приведет к краху так называемых нефтяных супердержав или энергетических супердержав. И в дальнейшем, когда они друг другу нанесут максимальный урон, сланцевое производство в Соединенных Штатах, которое будет заморожено, его очень быстро разморозит, и оно начнет качать нефть. Вот. Поэтому здесь вопрос только в том, как американцы удержат всю эту свою сланцевую отрасль, которая закредитована и которая сейчас несет глубокие убытки. То есть если они пойдут по пути банкротства и списания долгов за счет напечатанных денег, то если это не будет шоком для экономики Америки, дополнительным, который ее выбьет из колеи, то по сути как бы ситуация, она так и получится. Ну сейчас они закроются, но технологии есть, база есть. Какое-то время пройдет, если с нефти не слезут, если солнечными батареями все не утыкают, то они, в общем-то, без проблем все это дело возобновят и будут успешно производить. Тут вопрос в том, насколько быстро можно развернуть. Вот России набурить скважины – это достаточно сложная задача, потому что находятся они в соответствующих регионах, где тяжелые климатические условия, плюс само бурение нефтяных скважин достаточно затратное. Сланцевая нефть добывается гораздо проще. Там горизонтальное бурение, не такие большие скважины, горизонтально бурятся после компьютерного моделирования состояния данного участка недр, и туда закачиваются водные растворы реагентов, и потом начинает оттуда выходить нефть, ну, с водным раствором перемешанная. И такая технология, она позволяет, несмотря на то, что она дороже обычной нефти, пока дороже, она позволяет очень быстро набурить этих маленьких скважин и восстановить добычу. Но вот пока все эти события происходят, Европа и Иран выстроили особую систему взаимодействия финансового Instex, которая позволяет в обход Америки, американских сервисов, платежных, там, SWIFT и так далее, то есть осуществлять взаиморасчет с Ираном. И таким образом, ну это разумеется в евро ведется, таким образом Европа, она может самостоятельно, без США, покупать у Ирана нефть, другие товары, и ему поставлять необходимую Ирану продукцию.
То есть это очень существенный, важный шаг, который устраняет влияние Америки в данном регионе. Но как только начались определенные сделки в обход санкций США между Европой и Ираном, сразу внезапно террористы взорвали газопровод, который качает газ из Ирана в Турцию. Ну, это, в общем-то, вполне следовало ожидать. Я думаю, этим все не закончится. Различные другие начнут происшествия возникать. Ну и вот еще интересная статья на Zero Hedge. Почему Россия остановила внутреннюю покупку золота? Ну, то есть недавно вот была новость о том, что Центробанк прекратил покупать золото. Ну, во-первых, потому что золотые резервы, они приблизились к определенному процентному значению. Когда их увеличивать в общем объеме резервов нецелесообразно. Во-вторых, для того, чтобы снизить напряжение на мировых рынках золота, потому что пошла раскорреляция между бумажным золотом и физическим золотом. Ну, в-третьих, как это ни парадоксально, позволить заработать внутренним производителям золота, потому что там есть определенные ограничения при покупке Центробанком, и если вот это все дело отпускает Центробанк, то, соответственно, они могут получить большую прибыль от этой операции. Ну и то, что и так золота слишком много считают, можно его и свободно продавать. На самом деле вот этот вот момент, он может послужить ключевым в развороте цен на золото, и что мы будем сейчас наблюдать значительное снижение движения цены по золоту, вплоть до 850-700 долларов за унцию. Но на самом деле это не факт, слишком много сил тут действует. Но вполне возможен такой сценарий, когда по золоту будет сначала просадка сейчас из-за того, что из-за подобных действий, и потом возникнет очень сильный рост, вплоть до нескольких тысяч долларов за унцию. Я не буду пока однозначно говорить, что все цена на золото сейчас начнет падать и она уйдет в ноль. Мы будем график онлайн смотреть и ориентироваться на нем. Вот. Но тем не менее, то есть вот это действие и главная мотивация, зачем это было сделано, тем более, которую западный источник дает, говорит о том, что вполне сейчас по золоту возможно движение вниз. Так, давайте еще календарик быстренько пробежимся, что сегодня было. Так, с Китаем вышли позитивные данные, по Германии тоже вышли хорошие данные. Вот российский индекс производственной активности в марте 47,5 был 48,2. Ну, я не знаю, мне лично кажется, что маловероятно, что он так мало просел по сравнению с предыдущим. То есть с учетом тех событий, которые в марте начали происходить, здесь должно быть, по моему субъективному ощущению, достаточно весомое снижение данного индекса. Так, индекс деловой активности в Германии на процент упал. То есть это, конечно, очень существенный негатив для мировой экономики. Процент для Германии даже в данных условиях это слишком много. Просела деловая активность в еврозоне в меньшей степени. Но Германия это мотор Европы. И можно сказать даже во многом мотор современных технологий в мире. То, что связано с автомобилестроением и прочим. Так, уровень безработицы в еврозоне 7,3. Прогнозировал 7,4, то есть достаточно позитивный знак. Так, по числу занятых пока стата не вышло в США. Так, и все, на этом, собственно говоря, мы пока останавливаемся. Так, далее возвращаемся, что у нас на рынке происходит. Так, рубль сегодня с утра немножко ослабился, сейчас пошел откат. Дальше все зависит от цен на нефть. Так, что касается евро. Евро все-таки падает, не удержалось оно на этом уровне. И поэтому будет движение, я думаю, на 1,088. Сейчас более детально посмотрим. Так, нефть. Нефть пока проседает. Сейчас будем изучать, что там творится. Так, ММВБ с утра просела, сейчас находится в боковике. И золото падало, сейчас он начинает немножко приподнимать. По золоту ситуацию мы сейчас с вами рассмотрели. То есть если действительно хлынет физическое золото на рынок из-за действий ЦБ, на внешний рынок, на мировой,
то здесь, в общем-то, может очень существенная корректировка цен на золото в моменте произойти. Так, ну криптовалюта находится в проторговке. Так, что у нас по акциям-то? Так, Five, Surgut. Так, ну и все вроде. В основном все в минусе находится, все ключевые игроки. Так, ну вот фьючерс на S&P сегодня, увы и ах, продолжает проседать. То есть негатив идет по Америке. И, соответственно, этот негатив оказывает давление и на сырье, и на российский рынок. Но сейчас вот есть очень хорошая возможность того, что будет консолидация вот от текущего значения или 2470. Если вот этот диапазон сейчас не будет пробит на объеме, то вполне как бы здесь после проторговки он наберет пороха, может сегодня сходить на 2543. Если же здесь будет пробой, то первая цель движения будет 2438. Дальше, если не удерживается в этом диапазоне, 2400 пробивает на объеме, сразу будет падение и движение на 2330. Сейчас пока идет падающая формация, то есть вот здесь была попытка разворота, которая пока успехом не увенчалась. То есть вопрос в том, как будет отработан сильный уровень, который вот чуть-чуть пониже находится. Если здесь будет разворотная формация нарисована, что пока маловероятно, видите, идет снижение на растущих объемах. То есть тут должна быть разворотная формация. Пока здесь все указывает на то, что высока вероятность пробития этого диапазона и ухода вниз. Но это будет негатив для российского рынка и, скорее всего, даже для рынка нефти. Так, далее давайте посмотрим, что у нас с нефтью происходит. Сразу беру вот часовой график. По часовому графику произошел разворот. Несмотря на то, что 25,3 она пробила, то есть она после пробития 25,3 с очень высокой степенью вероятности должна была пойти вот сюда. Но в данном случае по ряду причин не сработал этот сильный уровень. Но тем не менее, вы видите, то есть все равно закрепление ниже 25,3 пока не произошло. То есть вот пробили, вышибли стопы, и дальше произошла разворотная формация на растущих объемах. Вот здесь, как бы, судя по динамике движения и по объемам, вполне как бы можно сказать, что произошел локальный разворот. Цель движения данного разворота находится первая 25,93 и вторая цель, она более весомая, на 26,35. Если здесь закрепляется, сразу будет рывок на 27,4. Вот. Но с учетом того новостного фона, который идет, пока вот не верится, что будет в ближайшее время пробитие 27,92 и движение выше. Но тем не менее, если все-таки этот разворот закрепится и движение хотя бы на 26,5 состоится, это будет весомый позитив для российского рынка и для укрепления рубля. Так, далее курс рубль-доллар. Ну, что здесь у нас было? Из-за снижения нефти с гэпом открытие произошло. Потом, как бы, видимо, Центробанк начал выбрасывать валюту, то есть вот в районе вот этого сильного уровня 79. Собственно говоря, все движения и шли. Сейчас на фоне того, что нефть будет, пытается разворачиваться и сходить, хотя бы куда-нибудь на 27, такое вполне возможно, если, конечно, Америка не завалится или там что-нибудь не выдадут арабы, то вполне как бы на фоне укрепления нефти можем отработать вот эту цель. Здесь есть цель у него на 78,39. Вот если он эту цель закрывает, потом после проторговки, если по нефти не будет улучшения, он скорее всего будет возвращаться к этому сильному уровню 79 и пытаться его пробить и уйти выше на фоне ослабляющейся нефти. Если все-таки по нефти движение продолжится дальше, то есть сейчас вот 27 там с копейками или 26 отработает и пойдет выше, то мы увидим движение рубль-доллар в ближайшие дни. Но здесь как бы в общем-то все ограничено. Первая цель это 77,73. И при таких ценах на нефть я думаю, что рубль больше чем 77 за доллар не укрепят. То есть вот это сейчас демаркационная линия. И при таких ценах на нефть
то есть ниже 35 долларов за баррель, я думаю, вот вообще вероятность она крайне мала о том, что рубль будет крепче, чем 77 долларов, 77 рублей за 1 доллар. Вот, сейчас наблюдаем за нефтью. Если нефть укрепляется, вот у нас цель движения вот сюда, вот сегодня на 78.38. Вот, если все-таки по нефти не пройдет восстановление роста, то будем уходить выше этой линии красной, и цель движения у нас будет в районе 79.8. Сейчас вот как час отторгуется, здесь либо подтверждение разворотной формации движения вверх, или же если продолжение снижения, то есть не будет разворотной формации, то скорее всего отсюда пойдет он на 78.38 или 37. Так, сейчас, секунду. Но смотрите, если брать короткий таймфрейм 5 минут, то получается вот здесь вот была очень мощная проторговка в районе 79 и очень высока вероятность того, что сюда еще доллар затащит сегодня. Вот дальше все зависит от нефти. Если нефть все-таки рост сломается и она посыпется, следующее движение будет на 79,2. Вот, пока сейчас возможно развитие на 79, но опять же, если нефть будет расти, то мы протестируем вот это самое двойное дно, которое 78.51, и может быть даже на 78.37 сходим вот сюда вот. Так, далее Сбербанк. По Сбербанку сегодня открылись с отрицательным гэпом. Но вот локально цель, которая в районе 181,9-182 была, ее закрыли. Сейчас, соответственно, в зависимости от того, что будет происходить с нефтью, либо будет закрытие вот этой цели здесь на 188, или же он все-таки пойдет дальше. Сначала протестирует нижнюю границу 182, и потом закроет цель, которая у него находится на 178, вот здесь вот. Вот. Судя по динамике торгов вот в этой консолидации, здесь, ну, во-первых, надо посмотреть сейчас, как закроется час 15:00, но пока на текущий момент больше факторов складывается на то, что будет движение вниз. Движение вниз, и здесь первая цель это 182. Если она будет пробита, то следующая цель 178. Опять же, если сейчас нефть там на 27 с копейками улетит, то мы вполне можем увидеть движение по Сбербанку вот сюда, вот к верхней границе диапазона. В случае пробития вот этой величины следующее движение будет на 192,5. Так, ну вот смотрите, сейчас я взял 5-минутный график, чтобы посмотреть распределение, что здесь происходит. Что я здесь могу, скажем так, увидеть и вам сказать. Во-первых, вот здесь был крупный набор на 183. Потом этот крупный набор вот раздавали здесь и здесь. Здесь была дополнительная просадка. И после этой просадки пошел донабор позиций. Вот сейчас идет, судя по 5-минутному графику, набор позиций. Хотя на часовиках указывается на то, что пытается пробить нижнюю границу и сходить пониже. Но вот исходя из распределения горизонтальных объемов и движения цены на 5-минутке, я все-таки думаю, что какое-то движение, наверное, будет. Вот сюда вот на 185. Ну, точнее даже в диапазон 180, 185.1, 185.5. И дальше вот если здесь произойдет пробитие, у него масса целей в районе 186, 187. То есть вот сюда он при малейшем позитиве по нефти непременно сходит. Слишком много незакрытых целей у него здесь. Ну и текущая формация, она указывает на то, что если все-таки пойдет снижение нефти, то мы в самое ближайшее время, у нас цель движения будет на 183,2. Вот здесь вот была мощная проторговка. И соответственно, то есть здесь набор, здесь раздача. Он будет стремиться вернуться туда, где был предыдущий сильный набор позиций. Так, далее Газпром. Но по Газпрому открылись с отрицательным гэпом, но все равно, видите, он восстановился. То есть он показывает на текущий момент позитивную динамику.
По сути, здесь вот набор позиций, он открылся в минусе, набор позиций, дальше его начали тянуть. Вот у него цель движения находится на 182,3, он немножко не дотянулся. Но если вот мы берем 5-минутку, смотрим Газпром, то по 5-минутке идет, вот здесь набрали позу, сейчас идет ее донабор. И, судя по всему, в ближайшее время, как только он на 181,3 сходит, 181,4, вот отсюда, скорее всего, будет инициация сильного движения, цель которого будет 182,7, 183, ну и далее по списку. Вот. Но если сейчас нефть начнет снижаться и будет пробита 180, то вот он полетит, и, соответственно, цель здесь будет движение 179 или 178,6. Вот. Но если не удержится вот на этой зеленой линии, 178,5 пробьет ее на объеме, дальше 177,4 и движение на 155. Ну, точнее 167, там есть промежуточная цель. Вот, и потом как вариант 155. Но судя по динамике движения, сейчас пока обвала не будет. То есть его обвалили, выкупили, и все-таки, я так смотрю, траектория роста, она пока не завершилась. Так, далее ММК. По ММК мы увидели волшебный рост. Одну цель отработали. Если смотреть по дневному графику. Так, давайте еще посмотрим часовик. Так, вот часовой график указывает на то, что здесь произошел локальный разворот. И либо начинается сейчас коррекция, либо требуется коррекционный контртренд для того, чтобы немножко сходить вниз и донабрать позицию. Вот как можно будет убедиться в том, какой сценарий здесь развивается. Если сейчас он скорректируется 37,45 и не пойдет пробивать 37, 36,9 на растущих объемах, то высока вероятность того, что вот здесь после набора позиций он продолжит рост. Движение сначала на 38, потом на 38,5. Если здесь будет пробой на растущем объеме, то следующая цель движения, скорее всего, очень быстро станет 36,17 и 35,9. Вот сюда вот. Так, далее Норильский никель, но он сегодня в печальке великой. Но хотя, с другой стороны, видите, он проторговку-то не пробил, не вышел. То есть, ну что, ну сходил он у нас 19 тысяч. Ну пока здесь торгуется, не пробил ближайшую поддержку, которая 118 770, 780. Высока вероятность того, что сейчас он наберет позу и рванет вверх. Вот. Но опять же, вот пробой вот этого диапазона, следующая цель движения 18300. И далее в случае пробоя 18300, здесь может быть очень сильное движение вниз на 16215. Но опять же, судя по логике движения нашего рынка, обвалили, выкупили, дальше пошел рост. Вот этот рост, наверное, все-таки пока еще не завершен. То есть должна быть какая-то финальная раздача, еще до вынос. И потом уже можно выпускать крокодилов в клетку и всех гасить еще ниже. Так, 5-минутка на ГМК. Так, ну что у нас здесь получается? Ну смотрите, пока здесь идет такая вяленькая проторговка. То есть вот, ну исходя вот из такого движения цены, тут особого резона что-то пробивать и падать нету. Вот, поэтому, ну конечно, движение вниз в случае падения палладии оно может произойти. Вот, но это будет в том случае, если 18900 будет пробито, тогда, скорее всего, очень быстро на 18300 сходим. Но опять же, там 18300 сильный уровень. Потом здесь, судя по динамике объемов, которые торгуются, то есть это явно идет проторговка перед каким-то движением наверх. Вероятность такого движения, что мы увидим завтра или в ближайшее время задерг на 19500, она достаточно велика. Вот. Но для того, чтобы это произошло, должно быть пробитие на объеме 19200. Вот 19200, если прошивает, то все, как бы следующая цель это 19500. Но здесь уже на самом деле вот он рисует формацию, которая указывает на то, что происходит постепенная инициация движения после какого-то такого небольшого набора позиций. Так, Россети дальше просили очень уже давно. Ну смотрите, здесь идет проторговка, она вот ходит вот в этом диапазоне. 1,1340, 1,1810.
Сегодня открылись с гэпом вниз, уже почти этот гэп отыграли. Ну как бы вот исходя из того, какая здесь цена, то есть здесь в чистом виде идет пока коридор. Вот пробитие на объемах верхней границы 1,2, 1,21 на растущем объеме сразу цену уведет на 1,27, 1,30 с очень высокой степенью вероятности. И также здесь при пробитии 1,13, 1,12 на растущем объеме цену скорее всего обвалит и уведет на 1,06 и возможно даже на 1, ну, на рубль. Вот. Пока вот здесь сейчас, я думаю, с ней ничего делать не нужно. Нужно дождаться, когда она либо к верхней границе подойдет, либо когда к нижней границе подойдет. Вот. Но сейчас давайте мы еще посмотрим 5-минутку, потому что здесь такое очень пассионарное движение вот это было после просадки. То есть, по идее, вот когда такая просадка была в рамках диапазона, и она откупилась, даже, скажем так, оставив зазор весьма приличный, здесь, по идее, должно быть вот это движение, оно должно завершиться где-то вот в этом диапазоне. Ну, как минимум на оранжевой линии 1,2. То есть, еще хода здесь, ну, процента 3-4. Вот. Или же, может быть, дойти до верха. Так, ну вот 5-минутка здесь вообще просто волшебная. Судя по 5-минутке, здесь вот этот выкуп, он произошел, и он идет сейчас не останавливаясь. И вот если ориентироваться на 5-минутку, очень высока вероятность в ближайшее время, то есть сегодня либо завтра, это отработка цели 1,18, ну да, 1,18, вот сюда вот. И даже, наверное, 1,18,3, более правильно говорить. Но вот этот ход, он будет сломан в том случае, если будет пробито 1,1581, ну, плюс-минус. То есть тут дотычно я, конечно, не знаю, я вот просто вижу, что цифра такая, может там какой-то плюс-минус быть. Вот, но в целом вот здесь вот очень похоже на то, что сформировалась ну, определенная формация, которая должна дойти вот хотя бы вот сюда. Вот. Все, друзья, спасибо за внимание, всего наилучшего.